Всем привет! Хочу показать вам мастер-класс, как сделать своими руками вот такую шкатулку из картона. Очень мне хотелось сделать шкатулку необычной формы в восточном стиле. Давайте приступим. По шаблону на картоне толщиной примерно 3 мм обвожу и вырезаю 4 детали сложной формы. Шаблоны вы найдете под видео в описании. Попарно склеиваю детали столярным клеем и по краям для прочности термоклеем. Вырезаю 4 прямоугольника из тонкого гофрированного картона размером 6 на 8,5 см. Делаю их форму полукруглой, сгибая картон вдоль ребер жесткости. Тонкий картон сгибать удобнее. Это будут стеночки шкатулки. Приклеиваю стенки с помощью термоклея к торцам дна. На самом деле надо было приклеивать не к торцам дна, а на само дно сверху. Но так как я сделала наоборот, у меня потом начались небольшие проблемки с размерами. Рисую и вырезаю 4 детали для углов шкатулки размером 4 на 6 см. Посередине каждой детали должен быть сгиб. Удобнее сразу выбирать картон от коробок со сгибом. Приклеиваю детали, соединяя стенки шкатулки. Сначала приклеиваю одну половинку, затем другую. Усиливаю стенки шкатулки еще одним слоем картона, подгоняя под размер, и вклеиваю их внутрь. На верхней части шкатулки по центру рисую окружность диаметром 11 см и вырезаю ее. Вырезаю полоски из тонкого картона шириной примерно 6-7 мм и приклеиваю их к торцам верхней части снаружи и изнутри, чтобы закрыть некрасивый край. Обклеиваю корпус шкатулки кусочками тонкой оберточной бумаги с клеем ПВА. Можно это сделать и салфетками. Верхнюю часть корпуса шкатулки также обклеиваю бумагой. С обратной стороны можно было и не обклеивать, но я и это все же сделала. Оформляю внутреннюю часть шкатулки тонким картоном для маскировки неровностей. Это удобнее сделать до соединения верхней части со стенками, иначе потом будет сложно сюда подобраться. Приклеиваю термоклеем верхнюю часть к корпусу шкатулки. Как я уже говорила ранее, размеры верхней части
корпуса шкатулки и самой шкатулки у меня не очень совпали из-за ошибки, допущенной в самом начале. Но ничего страшного, я это все исправлю. Место соединения верхней части и корпуса обклеиваю кусочками тонкой бумаги. Для крышки шкатулки подобрала полукруглую пластиковую деталь из своих запасов. Из картона делаю круги, которыми заклеиваю верхние и нижние отверстия в пластиковой детали. Деталь оказалась немного меньше, чем нужно. В дальнейшем я буду ее дорабатывать. Обклеиваю будущую крышку шкатулки кусочками бумаги с клеем ПВА. Из картона от пиццы делаю круг диаметром 11,5 см. Таким образом он будет чуть больше отверстия в шкатулке и не даст крышке проваливаться. Приклеиваю заготовку крышки на этот круг. Из тонкого картона вырезаю полоски шириной 7 мм. Приклеиваю внутрь крышки по окружности диаметром 10,3 см. Это будет ограничитель, чтобы крышка не двигалась из стороны в сторону. Нижнюю часть крышки обклеиваю салфетками. Готовлю 4 детали со сторонами 4 см на 6,5 см. Делаю сгиб посередине каждого прямоугольника. Это будут углы шкатулки. Так я скрываю неровности углов и добавляю им объема. Теперь покрываю шпатлевкой по дереву корпус шкатулки и сферическую часть крышки. После высыхания мелкой шкуркой зашкуриваю все неровности шпатлевки. С помощью пластикового трафарета и шпатлевки делаю орнамент на боках шкатулки.
То же самое делаю и на углах шкатулки, но уже с помощью другого трафарета. После высыхания наждачной бумагой аккуратно корректирую узоры. Очерчиваю край крышки на корпусе шкатулки, чтобы наметить зону будущего узора. Из тонкого картона вырезаю по шаблону 4 сердечка. На них посередине делаю узор с помощью трафарета. Приклеиваю сердечки по углам верхней части шкатулки. Делаю завитушечный узор на верхней поверхности корпуса шкатулки между сердечками. Углы окаймляю жгутиками, сделанными из пластичной массы и молдов арт-студии Просвет. На салфетке трафаретом и шпатлевкой наношу орнамент, такой же, как на стенках. Даю ему просохнуть. Разрезаю на маленькие фрагменты и приклеиваю к крышке клеем ПВА. Обычным трафаретом на полукруглой крышке сразу не получилось бы сделать узор. По мере готовности слепков из молдов обклеиваю дальше жгутиками корпус шкатулки. Декорирую края крышки шкатулки жгутиками. Из двух подходящих деталей, купленных в швейной фурнитуре, делаю маковку крышки. Все, кроме углов шкатулки и сердечек, покрываю темно-коричневой акриловой краской. Все жгутики, дно и крышку прокрашиваю также коричневой краской. Более светлым цветом какао покрываю углы шкатулки и сердечки.
Крышку изнутри крашу темно-коричневой краской. Краской цвета бронза сухой кистью покрываю выступающие части орнаментов. Когда работаете с трафаретами, а не с молдами, красить получается немного сложнее, так как выступающая часть орнамента более плоская. Поэтому я прокрашиваю мелкие узоры аккуратно кистью, чтобы не пачкался фон. Кое-где добавляю поверх бронзы на узорах солнечного золота. Появилось ощущение солнечного света на шкатулке. Ну и добавилось яркости и контрастности. Внутри дно у шкатулки крашу темно-коричневой краской, а стенки цветом какао. Вот такая шикарная восточная шкатулка из картона у меня получилась. Форма шкатулки напоминает индийский храм Тадж-Махал. Я довольна результатом. Мне кажется, что сложная и необычная форма шкатулки прекрасно сочетается со сдержанным, лаконичным цветовым решением. Такая шкатулка прекрасно впишется в ваш интерьер или станет замечательным подарком на любой праздник. А вам понравилась шкатулка? Если да, ставьте пальчик вверх и пишите свое мнение в комментариях. А кто не подписался, не забудьте это сделать прямо сейчас.
Благодарю за просмотр. Всем пока-пока!